Сегодня на уроке мы с вами разберем такую тему, как ровная ресничная линия. Очень важно понимать, зачем мы вообще ее делаем и в каких случаях, потому как не все клиенты любят ее, и часто мастер сидит, старается сделать ресничка к ресничке, а в итоге клиент говорит при следующем посещении, что ему понравилось, но больше понравилось тогда, когда реснички немного осыпались. Ровная ресничная линия бывает разная. Первый вариант — это когда более прозрачная, но при этом она достаточно ровная. Те самые моменты, когда мы делаем небольшой объем, такой как классика, 2D, либо 3D, наращивание не очень редкие реснички. И вторая плотная ресничная линия, когда мы делаем наращивание ресниц из большого объема, такой как 3D, на густые ресницы, может быть 3D, может быть 4D, 5D и так далее. То есть первый случай на картинке — это когда у нас идет 2D на не очень густые ресницы, оно смотрится ровной линией, но при этом ощущение легкости, воздушности и прозрачности. В ровной ресничной линии нам важно понимать, какой результат мы хотим с вами получить, так как когда мы стараемся сделать ровную линию, у некоторых создается ощущение, что им ресницы подстригли. И, возможно, даже вы сталкивались с таким, когда вам клиент об этом говорит, что у меня ощущения были, что мне ресницы постригли. Если клиент хочет получить эффект более натуральный, но вы как мастер хотите чувствовать себя спокойно, что все выполнили правильно, то тогда на 2D наращивание вы делаете пучки немножечко пошире. В результате у клиента ресницы будут выглядеть аккуратно, ровненько, но не будет ощущения обрубленных ресниц. Если мы формируем пучки при наращивании ресниц 2D, это 2-2,5 мм, 3D 3 мм, 4D 4 мм, 5D 4,5 мм, от 5D и больше 4,5 мм, то когда есть желание сделать более натуральное наращивание, мы делаем это расстояние пучка немного шире. То есть 2D у нас будет 2,5, уже 2 не будет, 3D 3,5 мм, 4D 4,5 мм, 5D 4,5-5 мм. От чего будет зависеть наша ровная ресничная линия? Первое — это выкладка ресниц. Дальше у нас очень большое значение имеет направление ресниц. Следующее — правильный подбор длины. Работа по рядам со строгим соблюдением их в зонах перехода длин и точках подъема и падения. Симметричность пучков, то есть когда у нас каждый пучок как сиамский близнец. Правильный оступ во всех зонах равномерный на каждом пучке. Правильное расположение искусственных ресниц на натуральную. И сейчас мы с вами будем подробно разбирать, чтобы не было таких случаев, когда мастер расчесал ресницы, клиент ушел, все ровно, красиво, идеально, а проходит пару дней и ресницы торчат во все стороны. Давайте начнем с первого пункта. Это выкладка ресниц по направлению. Что же значит выкладка ресниц? Это когда мы наращиваем ресницы, мы выбираем определенное направление, а это значит, что нам нужно четко его придерживаться на протяжении всего наращивания. Если вы решили наращивать под каким-то определенным углом,
либо по какой-то определенной схеме, вы ее соблюдаете по всему наращиванию. Например, если вы наращиваете ресницы под 90 градусов, то эти 90 градусов будут у нас абсолютно по всему глазу. Мне кажется, что самое красивое наращивание с идеальным переходом получается именно тогда, когда мы соблюдаем наращивание ресниц под 90 градусов. Я пробовала абсолютно различные способы. Я могу миксовать их, я могу экспериментировать, могу делать абсолютно по-разному. Но когда я делаю строго под 90 каждую ресничку, это получается самое красивое направление, самое ровное и самое аккуратное. Далее. Направление ресниц. Здесь приведено две картинки, в которых нарисовано, скажем, сделано правильное направление и неправильное. Слева у нас правильное, а справа неправильно. Направление ресниц — это и есть правильно задать угол наращивания. Давайте разбираться. Если мы приклеиваем ресницу не перпендикулярно веку, а с наклоном, будет ли хвостик реснички смотреться ровно? Конечно же нет. А это значит, что и хвостик ресницы не будет задавать направление, а оно завалится в бок. И вот яркий пример этой работе, когда у нас все заваливается в разные стороны. Это фотография справа, неправильное направление. То есть здесь у нас четко видно, что направление неправильно. Ресницы заваливаются, перекрещиваются сильно. И смотрится работа неаккуратно и некрасиво. Тогда, когда у нас слева шикарная работа, реснички ровные, несмотря на то, что если вы посмотрите внимательно на левый глаз, да, скажем, если мы смотрим на картинку, то видно, что там прямо пробелы между ресницами, и ресницы смотрят в разные стороны, ресницы заваливаются, ресницы с падением идут уголочка на правом глазу. На фотографии с готовыми ресницами мы этого уже не видим. То есть работа у нас уже получается идеальной, красивой, ровной. И мы можем сказать на примере четко, где правильное и неправильное направление. Мастер подобрал правильный угол, ресница смотрится одна к другой. И в таких случаях, когда вы делаете правильное направление, даже если у вас пучки будут не совсем идеальны, будет работа смотреться хорошо. На работе справа здесь видно, что и пучки абсолютно разные, и ресницы заваливаются, и скачки, и дырки, пробелы, неправильное заполнение, неправильное моделирование. И все это приводит к абсолютно некрасивой работе. Следующее – это правильный подбор длины. Что значит правильный подбор длины? Наращивание ресниц можно выполнять абсолютно различными способами. Но самое главное – четкое соблюдение длин по рядам. И неважно, каким способом вы этого будете добиваться. Всегда самый нижний ряд ресниц мы наращиваем именно той длиной, которую мы выбрали за максимальную в той либо иной зоне. То есть, если вы хотите, чтобы с самого края была длина 12 мм, то именно нижний ряд
а здесь у нас он первый, будет создавать эту длину, так как при открытом глазе именно нижний ряд виден нам и создает общее впечатление о наращивании. Мы видим на картинке, что у нас нижний ряд, мы будем называть его как первый ряд, все ряды посередине будут вторым рядом и верхний будет третьим. Следующее, что бы хотела разобрать, это работа по рядам со строгим соблюдением их в зонах перехода длин и точках подъема и падения. Я всегда рисую схему именно делением на 4 зоны. То есть именно так, как вы это видите на картинке слева, когда у нас поделен глаз на 4 зоны. Первую точку я ставлю в середине и потом каждую часть делю пополам. От этого у нас получается 4 зоны. Почему именно так? Дальше я расскажу о точках подъема и падения, и вы поймете, почему у нас первая и четвертая зона начинаются чуть-чуть раньше зон подъема и зоны спуска, да, зоны падения. Вы поймете, почему у нас именно такой способ будет более правильным. Не деление глаза на 3 части, на 6, на 5 или на еще сколько-то, а именно почему я выбираю такой способ моделирования. Давайте рассмотрим рисунок и определим, где тут точка подъема и где точка падения. Как нам научиться без ошибок определить, где точка подъема и где точка падения? Если мы посмотрим на клиента, при этом он будет стоять или сидеть, а зрачок будет направлен прямо, то мы сразу сможем понять, что можем брать за основу определения точек подъема и падения границы зрачка именно внешние. Если визуально провести линию по ним, то на точках пересечения века с этой прямой и будут наши точки подъема и падения. О чем говорят нам эти точки? О том, что в этих точках мы должны избегать изменения длины на убывание либо на возрастание, потому как при этом 100% получится ступеньки, если вы сделаете переходы именно здесь. Если мы двигаемся с меньшей длины на большую, и именно в точке подъема по схеме выходит изменение длины, надо пройти пару ресничек вперед и дальше делаем переход, чтобы избежать ступенек в наращивании. Иначе можно сделать шикарную работу, но при этом точки перехода испортят всю картину. Теперь, я думаю, вам понятно, почему глаз поделился пополам, а потом каждая зона еще пополам. Если мы проведем вот таким способом вертикальную линию, вы увидите, что как раз начало второй зоны и начало третьей зоны сделано с отступом от прямых линий по границам зрачка, для того, чтобы у нас 100% не получалось никаких ступенек. Тогда у нас будет все ровно, красиво, аккуратно
без никаких проблем. Вот посмотрите, вот наша точка подъема и точка падения. А начало зон у нас первое и четвертое получается дальше. И тогда у нас с вами как раз и будет именно, скажем, самый подходящий вариант, когда нам делать эти точки подъема и падения. Давайте поговорим с вами о симметричности пучков. Как понять выражение симметричность пучков? Что это значит? Это значит, что все пучки должны быть похожи между собой и иметь правильную геометрию. Что значит правильная геометрия пучка? Это тогда, когда длина ножки пучка составляет не более 1/3 от длины ресницы. А это значит, что если длина общая составляет 6 мм, то длина ножки будет 2 мм, 1/3. Будет ли это значит, что при длине 12 мм длина ножки составит 4 мм? Да, плюс-минус так оно у нас и получается. Все пучки должны быть максимально одинаково раскрыты. То есть, если вы решили для себя делать наращивание 3D и с несильным раскрытием пучков 3 мм, то расстояние между первой и второй ресничкой и между второй и третьей будет абсолютно одинаковым, симметричным. Не должна одна из ресниц крайне отваливаться в бок или западать вовнутрь. Нельзя формировать пучки из ресниц разной фирмы, так как волокно у них может быть абсолютно разным, изгиб может отличаться, и причем очень сильно. Обязательно при использовании ресниц разных изгибов в одной работе проверять, чтобы их длины совпадали. Так, например, нижний ряд 10D должна совпасть с верхним рядом 8C. Следующее — правильный отступ, равномерный отступ на каждом пучке. То есть каждый пучок должен быть приклеен с равномерным отступом, с одинаковым отступом. Что это значит? Это значит, что расстояние от века до начала пучка, который мы клеим, должно быть одинаково на каждом пучке. Если вы не можете выдерживать одинаковый отступ, у вас не получится ровной ресничной линии, даже если вы сделаете идеальные пучки. Идеальное моделирование, правильность всей работы потеряет смысл. Особенно внимательно надо быть в зонах подъема и падения. Во внутреннем и внешнем уголке глаза ресницы растут более маленькими, тонкими, ломкими, чем в основной части глаза, то есть в центральной части глаза. Внешний угол и внутренний угол глаза, если сделать отступ такой же, как и по всему глазу, большая вероятность провисания этих ресниц и более быстрое выпадение наращенных ресниц. Также будут смотреться ресницы, как будто они уже отросли. Нам это абсолютно не нужно. Следующий недостаток неправильного отступа в этих зонах: у вас завалится все моделирование. Ресницы внутреннего и внешнего угла будут смотреться сами по себе, в отличие от центральной зоны.
Поэтому в середине глаза делается отступ 0,5 мм. Возможно, конечно, и до 1 мм, если вы новичок, если вам сложно делать такой маленький отступ. А внутренний угол и внешний 0,3 мм или 0,5, если вы делаете более большой в середине глаза. То есть, если вы выбираете в середине глаза 1 мм, то, соответственно, внешний и внутренний угол будет у нас 0,5 мм. Следующее это у нас расположение пучка на натуральную ресницу. О чем нам это будет говорить? Прежде всего о том, что каким бы креативным ни был процесс наращивания ресниц, если есть у нас определенные правила, без которых мы не добьемся качественной работы, значит, мы должны их придерживаться. Одним из таких правил как раз является расположение пучка на натуральную ресницу, то есть приклеивание пучка к натуральной реснице. Конечно, мы можем наращивать, как нам этого хочется, но это не приведет к ровной ресничной линии, которой мы хотели бы добиться. Для ровной ресничной линии нам необходимо первый ряд, нижний самый, ресницы необходимо приклеивать только сверху, для того, чтобы не получалось провисание. Средние ряды приклеиваем сбоку, снизу, сверху, без разницы. Мне нравится больше всего сбоку приклеивать. Верхний ряд приклеиваем ресницы только снизу, либо можно еще сбоку. Почему необходимо именно такое положение ресниц? Нижние ресницы чаще всего растут вниз, либо провисают. Что будет, если мы нарастим ресницу снизу? Если ресница растет вниз, у нас не получится прицепить ее снизу хорошо. Зона сцепки будет плохая, что приведет к быстрой отслойке. Плюс, если рост сильно вниз, это может вызвать царапание глазного дна у клиента, создавать дискомфорт, чесать глаз, мешать смотреть прямо. Будет состояние эффекта козырька на глазах, то есть клиенту будут мешать эти ресницы. Когда мы на нижнем ряду приклеиваем ресницу сверху, она автоматически будет приподнимать наверх вниз растущую ресницу. То есть ресница, которая растет вниз, приклеив к ней кверху, она тянуть будет ее у нас, соответственно, наверх. Средний ряд нам не имеет практически никакого значения, как цеплять пучок. Но в случае широкого расстояния между рядами, то есть когда у нас между рядами нестандартное расстояние, более широкое, лучше бы цеплять их сбоку, что даст нам такой метод. Ресницы очень хорошо носятся, так как они не цепляются за верхний и за нижний ряд. В этом преимущество приклеивания сбоку. Меньше вероятности того, что какой-то пучок вырвется из ряда по длине. Следующий, верхний ряд. Приклеиваем ресницы только снизу, либо можно сбоку. Почему именно так? Представим, что мы приклеим ресницу сверху. Очень большая вероятность того, что при расчесывании ресниц клиент ее зацепит щеточкой. Второе, самое главное, это 99% вероятности, что пучки выбьются из ровной ресничной линии.
И через неделю носки будут создавать ощущение очень небрежно наращенных ресниц. Расположение ресниц у нас может быть, вот здесь показано, когда мы снизу цепляем, здесь, когда мы цепляем сбоку, и здесь, когда мы цепляем сверху. Именно в таких моментах, как нам это необходимо. Мы разобрали с вами работу по рядам, а теперь хотелось бы показать вам вот такую схему и разъяснить, что такое ряд, что такое вертикальный столбец, как мы работаем. Здесь у нас представлено, как будто бы у нас идут ресницы в разрезе, да? Века у нас с вами идет в разрезе. То есть, когда у нас, грубо говоря, есть вот какое-то количество ресниц там одной длины, другой длины, третьей длины, мы разрезали как бы веко и в разрезе показываем. Это когда мы по рядам наращиваем первым способом самым, когда у нас каждый последующий ряд короче на 1 миллиметр. То есть вначале идет 12, потом 11 и потом 10. Любой из этих способов может быть, он имеет право на существование, скажем так. Второй способ делается по аналогии первого способа, только первый и второй ряд одна длина, а третий ряд на 1 миллиметр короче. То есть у нас будет, предположим, здесь 12, а здесь 11. Именно в таком разрезе. То есть на первом способе у вас показан какой-то отрезок глаза, когда у нас просто идут низ самая длинная, серединка покороче и верх еще покороче. Третий способ изображено именно на картинке. Каким образом мы будем менять длину, каким образом мы будем делать переход из длины в длину, как это делается правильно. По горизонтали, соответственно, это горизонтальный ряд. По вертикали вертикальный столбец. Так вот, чтобы у нас получилась ровная ресничная линия, нам необходимо с вами соблюдать именно переход в вертикальном столбце. Неважно, какой метод вы наращивания выбираете. По 2 рядам одинаковым, по 3, просто все одной длины, это не имеет значения. Самое главное соблюдать зоны перехода именно в вертикальном столбце. Почему? Потому что вертикальный столбец будет отвечать за изменение длины из длины в длину. Таким образом, мы как делаем? Мы идем одной длиной, неважно, это внутренний, внешний угол. Вот мы шли 7 миллиметров длина. И далее нам нужно поменять длину на 1 миллиметр больше. Как мы делаем? Нижний ряд мы начинаем менять длину. Середину мы тоже меняем длину. А верхний ряд мы частично меняем, частично оставляем предыдущую длину. Перешли. Здесь показан как один столбец, но вы, возможно,
видите, что снизу захватано как будто бы два столбца. Такое тоже может быть. Это нужно обязательно учитывать, потому что иначе у вас будут получаться скачки, иначе вам будет очень тяжело сделать эти переходы. Далее мы перешли на более большую длину и, соответственно, двигаемся дальше. Мы наращиваем все одной длины. То есть здесь как раз тот способ, когда мы делаем на протяжении всех рядов просто одну длину, когда мы с вами не играемся из длины в длину, как на первом способе, либо как на втором способе, а мы это делаем по рядам только в тех случаях, когда у нас идут зоны изменения длины. При всем при этом зоны подъема и зона падения не будут соприкасаться друг с другом. Далее. Так, здесь мы разобрали с вами. И в завершении хотелось бы разобрать с вами, рассмотреть несколько примеров работ, в которых использовались абсолютно разные изгибы, разные ресницы, с разным ростом ресниц, с разной посадкой глаз, абсолютно разные. На первом фото мы видим работу в изгибе L. Несмотря на то, что данный изгиб сам по себе очень своеобразен, имеет длинную плоскую ножку, если мы правильно приклеиваем пучок натуральной ресницы, у нас получается отличный результат без провисания ресниц. Вы можете видеть, как у нас на глазике, в котором не нарощены ресницы, насколько у них рост, внешний край вниз идет, потом вверх немножко, а потом у нас внутренний угол провисает вниз. Так вот, на сделанной работе, несмотря на то, что мы взяли, да, сложный глаз, несмотря на это, у нас с вами все равно все реснички смотрятся наверх, и в общей массе они создают ровную ресничную линию. На втором фото работа выполнена в изгибе D. Ракурс здесь абсолютно другой, но при этом ровная линия сохраняется. Мы уже говорили с вами в начале, что ровная линия, она может быть плотной, а может быть более как распушенной, да, то есть более прозрачной. Здесь вы видите, что ровная линия соблюдается, просто она как раз-таки более прозрачна. Нет провисших ресниц, хотя вот у данной модели очень сложный рост ресниц, у нее многие ресницы не слушаются, смотрят вообще в другую сторону, либо очень сильно вниз, что само по себе уже очень сложно сделать ровную ресничную линию. И на последнем фото в работе использовались цветные ресницы и черные, комбинировались, микс изгибов. Но это нам не помешало создать ровную ресничную линию, которую тяжелее разглядеть в цветном наращивании, чем в обычном черном либо коричневом. Когда вы создаете ровную ресничную линию, вам необходимо работать со всеми аспектами и правилами наращивания ресниц, чтобы добиться такого результата. Но не забывайте, что далеко не каждому клиенту это может понравиться. Далеко не каждый клиент у вас захочет эту ровную ресничную линию.
нужно это понимать, нужно четко выяснять мнение клиента, что бы он хотел, как бы он хотел, разъяснить ему разницу ровной ресничной линии, более растушеванной ресничной линии, объяснить обязательно, каким объемом это можно добиться. Потому как если вы попытаетесь сделать ровную ресничную линию 2D объемом, но до этого вы ему не объясняли, что 2D объем не будет выглядеть как под линейку нарисованными ресницами, а они будут более легкими, воздушными, то, возможно, клиент именно такой результат хочет. А если он хочет сильно пушистые ресницы, то, соответственно, вам все остальное нужно менять. И так каждый раз. Так необходимо создавать работу с каждым клиентом, потому как именно это даст возможность вам при работе с клиентом сделать именно такую работу, как он себе это представляет. Для каждого понятие ровной ресничной линии, оно разное. Для нас, как мастеров, нам кажется, что именно в этом соль всей работы, именно в этом вся красота, именно за ней гонится клиент. Но сейчас тенденции идут к натуральности, и многие клиенты хотят наращивание более натуральное, более легкое, более воздушное. Их устраивает больше такой растушеванный вариант, чем только что сделанный. Потому что не каждому пойдут такие ресницы. Далее еще очень важный момент — это подбор цвета ресниц. Мы можем видеть, что на первой работе, хоть и типаж девушки такой светленькой, ей достаточно естественно и хорошо смотрятся плотные черные ресницы. Тогда как если бы мы на третью работу сделали также чисто черные ресницы, она бы выглядела бы, наверное, очень дерзко, да, очень грубо, очень жестко, и далеко не каждому бы это понравилось. А так в центре, по идее, как бы вчера в центре мы можем сделать и более распушенный вариант, и более плотный вариант. От этого у нас не будет меняться ровность ресничной линии. От этого у нас будет работа смотреться при любом раскладе хорошо. Мы можем поиграть здесь с размерами пучков. Каким образом? Это нужно делать очень аккуратно, и чаще всего нам это нужно делать именно в верхнем либо в центральном ряде, где это будет незаметно, потому как когда клиент глаза открывает, перед нами именно нижний ряд, и у нас в нижнем ряду пучки должны быть особенно ровными, особенно аккуратными и особенно одинаковыми. Если у вас есть такие места, в которых отсутствуют ресницы, есть дырочки, и вам их необходимо перекрыть, так вот, перекрывать их нужно именно в этих центральных рядах, не в верхнем и не в нижнем, потому что верхний и нижний ряд, верхний ряд будет видно сверху, нижний ряд будет видно снизу при открытом глазе. И от этого у клиента будет тоже, если он борется за эту ровную ресничную линию, он это быстро заметит. Дырочки, неровность пучков. Также у нас ровную ресничную линию очень любят девочки, которые любят большой объем. Кому хочется вот этих вот опахал, да, скажем так, кому хочется вот этих больших пушистых ресниц,
они именно очень часто хотят не сколько большой объем, а сколько черноты и вот этой ровной ресничной линии. Поэтому вам при работе с клиентом очень необходимо задать вопрос, когда клиент показывает вам работу с такой ровной ресничной линией, вам необходимо определить, что он хочет: ровную линию, большой объем, либо черноту. Потому что черноту вы добиваетесь узкими пучками. Чем уже пучки, тем сильнее будет чернота. И чем шире, чем гуще свои ресницы, соответственно, тем точно так же будут пучки смотреться уже, которые более такой щеточкой. То есть почему говорят, что есть те, кто любит ровную ресничную линию, а есть те, кто ее не любит. Очень важно изначально правильно проработать с клиентом его желания, правильно понять, что ему нужно, как он хочет видеть эти ресницы. Только так мы сможем создать нашу ровную ресничную линию. Давайте пройдемся еще раз попунктно. Почему выбираем такую схему? Для того, чтобы у нас на зонах спуска и падения как раз ресницы не менялись. Выкладка ресниц, чтобы нам обязательно ресница к реснице было. Направить потом дальше эту ресницу к реснице. Направление чаще всего, проще всего регулировать именно так, чтобы хвостик пучка смотрел наверх, не в бок. Тогда у вас и направление получится правильное. Правильный подбор длины, это тоже очень необходимо. Работу со строгим соблюдением по рядам, симметричность пучков, правильный отступ во всех зонах и равномерно на каждом пучке, и правильное расположение искусственных ресниц на натуральные. Это основные, самые часто задаваемые вопросы, самые сложные моменты, которые нам необходимо учитывать при ровной ресничной линии. Если вы хотите добиться все-таки ровной ресничной линии, вам этого урока хватит, чтобы понять, где вы делаете ошибку. Вам достаточно просто поставить штатив с телефоном и поставить запись экрана. Вы потом пересмотрите, как вы делали эту клиентку, как вы сидели, как вы ставили руку, какая была постановка бычка и все остальное. Только так вы сможете плавно, постепенно дойти до этой ровной ресничной линии. Следуйте всем этим советам, и у вас обязательно все получится. Будет работа ровная, красивая, сочная, яркая.